зарубите себе на носу, что вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, народ! Сегодня у нас на обзоре очередной аккумулятор от бренда TPCell, а вернее ко мне приехало два аккумулятора, то есть вот такая четверочка с заявлением Pro. Вот оба аккумулятора построены на элементах 21700. Так, эту четверочку оставим на закуску, посмотрим ее, когда у меня появится время. Вот. Ну а сегодня рассмотрим аккумулятор 8 ампер-часов. Вот так он выглядит. Я его уже предварительно разобрал, чтобы не терять время. Опять же, нет окна под охлаждение. Имеется этот злосчастный желтый разъем для общения нашего аккумулятора с зарядным устройством. Здесь есть индикация зарядки. Ну и в принципе такой же точно корпус, как и десятка, двенадцатка и восьмерка, которые у меня уже были на обзоре. Так, что у нас указано здесь? 18 вольт 8 ампер часов, 144 ватт часа. Ну что ж, разбираем, смотрим, что да как там устроено. Вот тоже здесь указано, видите, на крышке 21700. Какие-то китайские иероглифы. Сделано все качественно, кнопочка мягкая, все как мы любим, все как положено. Ну и вот, что нас встречает внутри. Смотрите, друзья, какие офигенно мощные мосфеты. Немножко информации по данным мосфетам. Значит, данные мосфеты у нас имеют максимальную рассеиваемую мощность 75 ватт. Предельно допустимое напряжение сток и сток 40 вольт. Предельно допустимое напряжение затвор и сток 20 вольт. Пороговое напряжение включения 3 вольта. И максимально допустимый постоянный ток стока аж 165 ампер. Но эта информация кому, как говорится, интересна. Так, у нас есть вот два шунта по 2,5 миллиома. И есть, смотрите, давайте я, наверное, вот этим щупом покажу. Вот ряд из 5 ключей и 5 резисторов. То есть это пассивная балансировка. Друзья, пассивная балансировка подразумевается, я уже рассказывал в некоторых видео. Значит, что такое пассивная балансировка? Пассивная балансировка — это когда у нас баночки разнятся по напряжению, плата, микросхема это все дело видит и подключает вот эти вот транзисторы, ключи. Ключи, в свою очередь, подключают нагрузочные резисторы, и в виде тепла лишнее напряжение, которое, допустим, у нас есть на банке, снимается с данной банки. А активная балансировка — это напряжение с более, допустим, заряженной банки либо параллелей подается на менее заряженным. Так вот, активной балансировки в таких вот аккумуляторах инструментальных я пока что нигде еще не встречал. Наверное, и не встречу. Если вдруг кто видел это все дело, да, то отзовитесь и покажите, где это можно, как говорится, посмотреть, как все это дело устроено. Очень интересно самому. Вот, плата залита толстезным слоем лака, как вы видите. Полностью все залито и покрыто. Ну что ж, давайте вынимать, досмотреть. Так, первым делом мы должны достать индикатор зарядки. Вот наша платка выглядит следующим образом. Ну и пробуем вытянуть нашу сборку. Коробочка пустая, очень легкая. Забыл, друзья, я сделать взвешивание. Все это сделаем мы, когда соберем. Так, ну что ж, смотрим сварку. Друзья, я вот честно скажу, не знаю. Недавно человек под одним из видеообзоров, где есть такой вот скотч, на мой, как говорится, ум, это простой скотч, но человек сказал, что где-то слышал, что это якобы термоскотч для лучшего отвода тепла. В чем я в принципе сомневаюсь, но и в моих сомнениях как бы я тоже сомневаюсь. Поэтому кто знает точно, простой это скотч, либо какой-то там термоскотч для отвода тепла, тоже мне отпишитесь. Я простой человек, и я, как говорится, не могу знать все досконально, как, что и с чем это едят. Видите, отрывается очень хреновенько. Остается клей, и я боюсь, чтобы мы с вами измерили правильно сопротивление. Ну, оторву уже до конца. Так. Вот такая вот, друзья, у нас сварка. Просто шикарная, отличная. Сварка идет через медь. Здесь просто, видите, на
силовых контактах с двух краев идет просто чистая медь. И довольно, друзья, толстая медь. Не знаю, сколько здесь. Может быть 0,3, а может быть и всех 0,4. Нет, ну, скорее всего, где-то 0,3, может быть 0,25. Обратите внимание, проварено все через никель. Вот таким вот образом. То есть все сделано шикарно и капитально. Но, к сожалению, эти пластины, ламели прямые. И просто не видно, ну хотя... И да, и просто не видно, есть ли там картонные изоляторы. Картонных изоляторов, я так понимаю, и в данном экземпляре у нас нет. Так, давайте-ка мы, наверное, и это все дело расклеим, иначе мы с вами параллели никак не проверим. Жалко, конечно, все это дело отклеивать, расклеивать, но надо. Так, до конца не буду, хватит вот столько. Здесь, с этой стороны, у нас точно такая же песня и точно такая же картина. Так, что у нас по элементам? Все это дело у нас построено на элементах EV 40PL и NR 21700. Так, вот, наверное, хорошо видно. Все как положено. Значит, друзья, данные элементы построены по технологии Tabless. Что такое Технология! Tabless? Берем аккумулятор. Вот, друзья, я подготовил такой аккумулятор. Он выглядит как конденсатор. Видите, две ножки с одной стороны. Но это аккумулятор формата 14500. Просто сделан как конденсатор. В принципе, он и изготовлен, собственно говоря, как конденсатор. У нас там есть какой-то сепаратор, на котором нанесен катод, анод. Помещено все это в электролит. Вот, и... Соответственно, все это таким образом и работает. Ну, представим, допустим, что у нас одна ножка здесь и одна где-то здесь торчит ножка. Вот. И тем самым у нас здесь получается максимальное внутреннее сопротивление между двумя такими тонкими ножками. Ну и вот как все это, в принципе-то, сделано. Значит, есть у нас какой-то сепаратор. В нашем виде это бумага. Наносится на него слой минуса, допустим, по-простому, если говорить. Нанесли слой минуса. Ну, тут представляем все синее, да. Перевернули и нанесли слой плюса. Вот примерно так. Наносятся слои, видите, немножко выпирает это все дело за сепаратор. Точно так же, как и черное. Ну, черное немножко. Вот, в принципе, наш весь и аккумулятор. Что нам здесь не хватает? Правильно, контактов. Добавляем контакт минусу. Так, что ж ты будешь делать? Контакт к минусу добавили. И добавляем контакт к плюсу. Вот наш и весь аккумулятор. Потом мы что делаем? Просто берем и в трубочку все это дело сворачиваем. Я сворачиваю, конечно же, лишь бы как, но на предприятии все это делают роботы, не руками. И там все получается красиво. Ну и вот на выходе мы получаем, грубо говоря, помещаем все это дело в банку. Эти контакты припаиваются к минусу. Ну и, соответственно, плюс к плюсовой пипке. И заливается как бы электролитом. И получаем с вами вот в таком вот виде аккумулятор. То есть, почему сопротивление получается максимально, как говорится, внутреннее большое, да, вот оно проходит, видите, какой путь, через все эти ленты, потом сюда, и вот такая вот полоса. А технология Tabless подразумевает следующее. Сейчас вы на картинке видите вот этот вот золотой кружок. То есть, мы с вами разворачиваем все это дело. И вот смотрите, какое сопротивление вот надо преодолеть. Отсюда, сюда, сюда, сюда. И у нас напряжение поступает. А технология Tabless, я так подразумеваю, вот, что делает? То есть, у нас есть по одному контакту. Вы видите на картинке вот эти вот золотые лепестки по контуру. То есть, добавляем где-то мы сюда контакт еще один. Ну, это все грубо, конечно, но я думаю, понятно. Сюда контакт, сюда контакт. Сюда добавляем контакт. То же самое происходит, я так понимаю, и с плюсом. Сюда добавляем контакт. Сюда добавляем.
немножко подготовился, чтобы показать. Друзья, может быть, в чем-то я не прав. Вы тогда меня в комментарии поправляйте. Вот у нас получилось что. И тут таких множество. Это я тут образно 5, а их тут, грубо говоря, миллион может быть. И обратно все это скручивается в трубочку. То есть обратите внимание, когда у нас был контакт здесь, грубо говоря, и здесь, то какая траектория. А здесь у нас, считай, напрямую все это дело будет поступать. Тем самым у нас уменьшается внутреннее сопротивление. То есть проще пройти напрямую, нежели там делать такой большущий зигзаг. Вот. Тем самым у нас уменьшается внутреннее сопротивление. А раз уменьшается внутреннее сопротивление, увеличивается ток и уменьшается теплотворность данной батареи. Вот. Ну и получается, собственно говоря, у меня, видите, какая абракадабра. А получается, вот как опять же на картинке висит, вот такая спиралька красивая с лепесточками. И я так понимаю, что все эти, друзья, лепесточки потом каким-то образом в стакан вставляются. Ну, я не знаю, прижиматься, наверное, не прижимаются. И потом каким-то образом, там, как я читал, какой-то наносваркой все это дело сваривается. То есть получается как бы один сплошной здесь контакт. Ну вот, тем самым у нас такое внутреннее сопротивление маленькое. К сожалению, такой отдельной батареи у меня нет, распилить и показать. Но вот я что сам узнал, собрал в интернете, то показал и вам. В принципе, наверное, оно как бы так все это дело и есть. Есть еще батареи как бы а-ля таблес. Это те батареи, вот давайте я, наверное, здесь покажу. То есть вот эти вот колечки. И накладывается пластина, допустим, и варится раз. Ну, сейчас, секунду. Давайте, допустим, вот так. То есть приваривается сюда вот таким образом пластинка. Полностью получается на полукольца. Еще я видел Мерседесом сделано. Там тоже будет меньшее сопротивление внутреннее. И выводится вот такой контакт уже на саму клемму. Вот этот контакт также является и предохранителем, если в случае чего он перегорает. В принципе, как в таких аккумуляторах, наверное, так и в этих. Ну вот таблес, я не знаю, оно просто впихивается туда, как бы спрессовывается вот эти все лепесточки, кружочки наши, либо как-то там приваривается. Ну, где-то я читал, что какая-то супер-пупер, опять же, наносварка. Думаю, хоть как-то, но я вам объяснил и пояснил, что к чему и в чем отличие. Что касаемо элементов и разрядки. Значит, друзья, проштудировал я, опять же, даташит. Вот в даташите у нас указан максимальный ток разряда на один элемент, это 70 ампер. При этом температура может достигать, считается нормальной, 75 градусов. И максимальная 80 градусов на элементе. Также, студируя данный даташит ниже, я увидел очень хорошую интересную табличку. Все вы знаете, что я всегда руководствуюсь даташитом и делаю тест на емкость в соответствии с даташитом. Во всех аккумуляторах всегда там в среднем это число на разряд одной банки составляет 0,2 С. Это 0,8 ампера, как в данном случае на 4000 баночку. Вот. В этом случае производитель тоже проверял этим же током 0,2 С. 0,8 ампер на банку. Но перед вами сейчас выскочит табличка, довольно интересная. А смотрите, что в ней написано, в этой табличке. То есть при проверке 0,2 С, 0,8 ампер у нас 8 ампер, вот 100% должна емкость соответствовать 8 амперам. Читаем дальше. 10 ампер на элемент, это уже 2,5 С. И опять у нас 8 ампер мы должны отсюда слить 100%. Дальше читаем 30 ампер на элемент. Используем уже 7,5 С ток. Ну, опять, что составляет 30 ампер. И здесь мы уже, обратите внимание, должны слить не менее 95% от 8 ампер часов. Это же касается и тестом при 40 амперах. На все это дело, все эти дела проводились при температуре как бы 25 градусов окружающей среды. Вот такая вот инфа.
Я думаю, всем несложно будет найти и почитать данный даташит. Много разной и полезной информации вы там, друзья, найдете. Ну а теперь давайте заниматься непосредственно измерением. Берем наш, включаем приборчик. Так, вам видно хорошо. Мне, в принципе, тоже. И измеряем внутреннее сопротивление. Так, люди просили мерять и на силовых контактах, и на вот этих вот пластинах, которые припаяны к плате. Давайте на силовых контактах напряжение 27 вольта. Внутреннее сопротивление 12,2 миллиома. Общее внутреннее сопротивление. Надеюсь, друзья, уже этому прибору вы будете верить. Теперь меряем вот на этих контактах, на меди. У нас, видите, как отличается, уже 9,35. Напряжение остается тоже. Ну и погнали мерять параллели. В даташите у нас указано, что внутреннее сопротивление от одного элемента не должно превышать 5 миллиом. Меньше можно, больше нельзя. Занимаемся измерением. Итак, первая параллель. Смотрим и параллель, смотрим напряжение. Посмотреть, какая же у нас тут балансировочка. Так, итак, одна параллель. У нас 2 миллиома, что соответствует значению 4 миллиома на один элемент. И напряжение 4,14 вольта. Следующая параллель. Все тех же 2 миллиома и напряжение 4,14. Следующая параллель. Все тех же 2 миллиома, напряжение 4,14. Следующая параллель. Так, все тех же 2 миллиома, здесь уже видите 2,15, напряжение 4,14. И крайняя параллель. Все тех же 2 миллиома и напряжение все так же 4,14. Что нам это говорит? Что здесь действительно 4 миллиома на элемент, грубо говоря, не больше, если даже отбросить все эти сопротивления ламелей. Вот. И отбалансирован аккумулятор просто изумительно. Еще раз покажу схемку, плату, БМС-ку. Смотрите, какие контакты. Очень толстые. Даже пальцами разогнуть трудно. Контакты просто шикарные. Ну, конечно, имеются на плате все защиты. Датчик термозащиты, видите, как приклеен на термоклей, плюс заклеен скотчем. Отрывать, конечно же, не буду я тут уже ничего портить. Как говорится, не мешай технике работать. Ну и как же без второго термодатчика с этой стороны, видите? ТП-цел, как говорится, не нарушает свои технологии. Будем с вами его тестировать. А поскольку 10 ампер я не могу его протестировать на 10 амперах. Почему не могу? Потому что моя вот эта DL24 нагрузка рассчитана всего лишь на 180 ватт. Ну а давайте считать 10 ампер на 21 вольт. Мы получим 210 ватт. То есть значение превосходит максимально допустимую нагрузку на мою нагрузку. Вот так начал говорить. Поэтому давайте протестируем каким-то средним значением. И не 0,8, и не 10. А давайте бомбанем на всю сборку 5 ампер. Ну и посмотрим, что из этого получится. Поехали. Давайте установим ток в 5 ампер. 4, 5. Напряжение разряда 12,5. Возможно, обрубит плата управления БМС-ка немножко раньше. Ну, мы посмотрим, что мы тут сольем. Ведь в даташите у нас не указано использование с платой, указано просто разряд одного элемента. То есть от 4,2 вольта до 2,5 вольта. А номинальное напряжение одной батарейки у нас 3,6 вольта. Так, все установлено. Делаем пуск. Все закрутилось, завертелось. Все это будет работать почти 1,5 часа. Ждем. Ну и что, друзья, у нас в результате? А в результате у нас слилось 7670 миллиампер. Я считаю, что это просто супер результат. Во-первых, не хватает до 8
Почему? Потому что мы все помним, что аккумулятор у меня был 20,7 вольта. Это, конечно же, тоже сказалось. Ну и как вариант, возможно, плата защиты рубанула все это действо немножко раньше. К сожалению, был на работе и подловить этот момент не мог. Разряд длился 1 час 32 минуты, то есть 1,5 часа. Ну, в принципе, восьмерочке это как бы и соответствует. Ну, и разрядка должна была бы быть до 12,5 вольт, что соответствует 2,5 вольта на один элемент. Аккумулятор снял я вот с разряда, да, он полностью севший. Видите, даже индикатор не горит. И вот часто просят: измеряй сопротивление на целом, то есть на заряженном и на разряженном. Вот сейчас мы с вами этим всем и займемся. Давайте посмотрим общее и сопротивление, и напряжение. Напряжение у нас, видите, отдохнул аккумулятор 15,4 вольта. Сопротивление общее 9,6 миллиом. Сопротивление на силовых контактах 12,3, 12,4, ну, 12,5 миллиом, 15,4 вольта, все тех же. Ну что ж, и давайте измерим параллели. А параллели у нас были плюс-минус 2 миллиома. Измеряем. Первая параллель. Все тех же, плюс-минус 2 миллиома. Вторая параллель. Все тех же, 2 миллиома. Третья параллель. Все тех же, почти 2 миллиома. Ну, опять же, тут может быть клей и сопротивление какое-либо другое. Ну, все плюс-минус 2. Так, здесь четвертая параллель. Опять же, все тех же 2 миллиома, видите. И крайняя пятая параллель. Все тех же 2 миллиома. Так, тут уже где-то точно попал на клей. Вот где-то здесь будет хорошо. Ну, вот все тех же 2 миллиома. Отсюда заключение, друзья, что те, кто говорят, что там что-то меняется в зависимости, то есть, что меняется сопротивление в зависимости от заряда аккумулятора, по нашему эксперименту, хрень это все собачья. Может быть, там что-то меняется там на какие-то сотки, ну максимум десятки. Но, как мы видим, ничего здесь не меняется. Конкретного такого. Ну и, конечно же, я обещал показать вес данного аккумулятора. Включаем весы. У нас на весах 0, какая-то единичка. Тару давай. Все, нолик. Поехали. 868 грамм. Давайте еще пару раз для уверенности. 868. 868 грамм. Почти 900 грамм наш аккумулятор. Итак, народ, что касаемо теста. Значит, наверное, никому не интересно, ни вам, ни мне, присобачить к этому аккумулятору термофен на 20 ампер и сидеть, зыркать, когда он там сядет. Вот, поэтому предлагаю первый сделать буквально пару резов вот этой вот древесины, 100, по-моему, на 70 брусок. Вот этой вот циркулярной пилой с такой глубиной реза, порядка, тут я уже не помню, 50 или больше миллиметров. Вот, и посмотрим по первому резу, я так немножко буду прикладываться, какой ток у нас потребляет данная пила. Ну и потом уже посмотрим на втором резе, как и что у нас происходит, собственно говоря, по звуку. Ну, потому что тестировать данный аккумулятор, я думаю, все эти ячейки знают, и все знают, что это просто отличные аккумуляторы. И особо тут что-то там выделываться с этими тестами, я думаю, никому не нужно, правильно? Ну, я считаю, правильно. Ну что, погнали! Итак, аккумулятор у нас полностью заряжен. Не заряжает его макитовская зарядка больше, чем на 20,7 вольта. Включаем постоянный ток 600 ампер. 600 ампер. Переводим в постоянку и делаем сброс. Ну что ж, сын будет снимать ток, а я буду резать. Погнали! Опа, видите, зашло в защиту. Смотрим, нужно ли нам подключать аккумулятор. Нет, с защиты аккумулятор вышел сам. Допиливаем.
Ну что мы увидели? Порядка 49, короче, грубо 50 ампер у нас тянет данная циркулярка. Ну, больше я просто, друзья, не знаю на чем и как вам продемонстрировать. Сейчас я все это дело переключу и сделаю еще один пропил, чтобы вы посмотрели, как идет пила, с каким звуком и качеством, так сказать. На этом и закончим. Переключаю. Опять зашло в защиту. Я думаю, друзья, что входит в защиту не аккумулятор, он даже не нагрелся, а сама пила. Вот покажи глубину пропилов. Вот почти до конца, наверное, больше, чем 5 сантиметров пропил. Ну что, народ, вот такой вот короткий тестик. Не знаю, вам понравится, не понравится. Просто я больше не знаю, на чем продемонстрировать и показать всю мощность этого аккумулятора. Вот, есть болгарка, есть, соответственно, эта пила. Но сегодня решил на пиле. Мы с вами все время на болгарке. Сегодня штормовой ветер, просто ужас. А буду делать обзор на 4-амперный аккумулятор. Вот мы, наверное, его до высадки на болгарке и попробуем, что и как покажет. А на этом, друзья, на сегодня все. Всем огромного здоровья, всех благ. До новых видео. Пока. А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось.